Друзья, всех приветствую, с вами IT Genius, и сегодня в обзоре рассмотрим превосходные гибридные наушники от компании Meyer Audio. Приходят они в небольшой черной коробке, и технические характеристики тут почему-то нигде не указаны. Но сразу скажу, что за звук здесь отвечает 10-мм динамический драйвер и 4 арматурных излучателя, а чувствительность составляет 110 дБ, и они получили сопротивление 36 Ом. Но самое главное, что драйвера тут настолько согласованы, что я до сих пор нахожусь под большим впечатлением от этих гибридных наушников. И, конечно, в особенности от их тюнинга, поэтому обзор в этот раз, наверное, получится очень эмоциональный, так как такие наушники, я считаю, просто обязаны получить большее признание от аудиофильской аудитории. Теперь давайте рассмотрим комплектацию. Мануал и карточка с контролем качества. Отличный круглый кейс. Комплект силиконовых и пенных амбушюр. Один из лучших аудиофильских кабелей, что я встречал за последнее время, с коннекторами 2 пин и штекером на 4.4 джек. А вот наушники выглядят тут просто потрясающе. Выполнены они из очень гладкой медицинской смолы с очень красивым оформлением лицевой панели и небольшой надписью CKL-VX. А рядом с разъемами 2 пин здесь идет небольшое отверстие для компенсации, а тут указана маркировка канала и название этой модели D41. А вот звуковод тут очень вытянутый, и при этом само сопло широкое, поэтому подобрать сюда амбушюры вообще не проблема. И самое главное, что сидят эти наушники в ушах просто превосходно, ничего нигде не давит и обеспечивается поистине хорошая звукоизоляция. Ну а теперь, друзья, мы подошли к самой главной части обзора, а именно к разбору звучания гибридных наушников Meyer Audio D41. И начать стоит с разбора их тюнинга, который тут представлен в лице абсолютно идеальной нейтральности и теплой тональности с усилением низких частот на 10 дБ, с очень небольшим акцентом на верхней середине, ровно по моему таргету, и крайне продолжительными и аккуратными высокими частотами. И согласитесь, друзья, тюнинг тут просто красота. На этот график можно смотреть буквально вечно. Я такого давно не встречал в этом бюджете. И тут нам даже мощная басовая полка, которая прекрасно зайдет басхедом, так и самое главное, что эту модель не стали уводить в какую-то агрессивную, яркую и светлую сторону, а просто сделали все грамотно и правильно для настоящих ценителей вот такой уже зрелой концепции тюнинга. Я уверен, среди моих зрителей вас точно много. И вам, наверное, всем интересно, как же тут все-таки дела обстоят с низкими частотами. А я вам отвечу, что здесь все максимально хорошо, насколько это вообще возможно с использованием одного динамического драйвера. Так как мы получаем тут просто супер убойный не просто бас, а я бы даже назвал по восприятию это просто басище. Максимально сконцентрированный на удар, с просто каким-то безумным панчем на мидбасе и превосходной прозрачностью и текстурностью. Бас тут не просто бьет и оставляет после себя какое-то легкое затухание, а он буквально массирует ваши барабанные перепонки и заполняет их своим объемом и огромным количеством. И такого, друзья, я давно не встречал. Я хоть и не супер басхед, но здесь даже я кайфанул. А вот средние частоты тут просто мое почтение. Это та самая знакомая мне теплая нейтральность с крайне отличным весом на нижней середине, за счет чего что рояль, что струны, что духовые инструменты в оркестровой музыке звучат тут просто превосходно. И крайне глубоко отыгрывают этот регистр с очень натуральными и точными тембрами. И тут нет даже никакого намека на поддельное добавочное разрешение или размытие образов. А наоборот, тут все подается максимально проработано, и все образы читаются очень четко и подробно с шикарным построением планов, то есть никакой каши или зажатости звучания тут абсолютно нет. Эта область буквально дышит и воспринимается как глоток свежего воздуха. И как по мне, арматурки в этих наушниках стоят очень качественные и действительно стараются на славу, так как с технической стороны тут тоже полный порядок. Что по атакам, что по транзиентам, все барабаны тут очень пробивные, шикарными послезвучиями и остаточными шлейфами, и аудиофилы точно будут довольны.
А высокие частоты тут подаются как суперпрозрачные, детальные, с кучей воздуха, превосходной техничностью, и поэтому любители тяжелых жанров, где требуется слышать все перкуссии, тарелочки, чтобы все звучало четко, выверенно и раздельно, то да, это именно оно, то, что доктор прописал. Аналитика здесь просто безумно хороша и ничего нигде не свистит, нету никакого арматурного тембра и сибилянтов, да и обертона тут очень хорошо раскрыты и благозвучны по восприятию, что определенно меня радует. А вспоминая цену этих наушников, я просто удивляюсь. Каждый раз, как они сделали так хорошо, ведь эта модель спокойно конкурирует с более дорогими гибридами, а некоторым совершенно не оставляет шансов в этой аудиоборьбе. А вывод по этим наушникам у меня получился таков. Meyer Audio D41 сейчас это лучшие нейтральные, басовитые и тонально теплые по подаче наушники из того, что я встречал за последнее время. Это максимально всежанровая и универсальная модель за счет отличной и показательной технической части и не менее приятного раскрытия с музыкальной стороны. А учитывая их стоимость на AliExpress сейчас, это просто настоящий скрытый бриллиант, и от себя я их определенно рекомендую. Ссылка на покупку наушников находится в описании и в закрепленном комментарии под видео. Подписывайтесь на мой канал, не забывайте ставить лайки. С вами как всегда был IC Genius, спасибо всем за просмотр